Всем привет! Продолжаем серию видео на тему строительства. И сегодня я нахожусь под большим впечатлением от просмотра вчерашних видео. Я набрал заливку монолита, строительство опалубки для заливки монолитных конструкций на традиционном китайском языке и посмотрел, что мне покажет на эту тему YouTube. И я на самом деле был на уровне шокирования, потому что то, что я увидел, вот это вот происходящее, говорит вот с моей точки зрения, о очень низком качестве строительства. И это очень часто можно здесь увидеть. Мне друзья некоторые присылают здесь некоторые картинки, я сам что-то вижу. И меня это очень сильно удивляет. Технология заливки монолита. Вот опалубка, вот куча опалубки лежит. Это жесть. Вот здесь вот прям видно, вот это вот какая-то фанера. Не влагостойкая, не специальная, а что-то типа какого-то бэушного ламината. Ну и обычная, вон вижу, фанера. Ну, либо вот так вот, как вот здесь, вообще досточки. И я вот, посмотрев видео на YouTube от разных строительных компаний, которые показывают, как они работают, причем интересно, что в этих видео они говорят: смотрите, вот у нас есть сертификат, а мы сейчас вам покажем, какие мы крутые. А я смотрю на эту стройку и вижу просто одни недостатки, очень много нарушений, которые, если таким образом делать в России, ну, это прям табу. То есть, ну, это уровень очень низкой квалификации и множество решений, множество результата, который вот я видел там, он просто не проходит ни по одним стандартам. И это вот, если бы эти объекты принимались Ростехнадзором, ну, я не знаю, только, наверное, благодаря коррупции в России это могло бы быть сдано в эксплуатацию. Причем это касается не то, что маленьких зданий. Я посмотрел видео, как строят там двухэтажные здания. Я посмотрел видео, как это делается на высотках. И везде я видел просто, поразительную картинку. Вот сегодня мы будем просматривать кусочками некоторые видео, вставлять мои комментарии. Я буду показывать на конкретных примерах, где проблемы, почему это проблема, к чему это приводит и, соответственно, как это же делается, ну вот на примере России. Но я думаю, что это как бы Россия не сама, да, вот эти технологии все освоила. Я думаю, это все привнесенное, там, не знаю, стран Европы. Мы же также позаимствовали, но мы их позаимствовали, а здесь до сих пор я их не вижу. То есть я это же самое видел, проходя вокруг здесь вот по городу Тайчжону, везде, заглядывая на строительные площадки. Мне казалось, что я, может быть, что-то не понимаю, или я вижу там не с того ракурса, а там что-то по-другому. Нет, я посмотрел на видео, что количество этих видео очень небольшое, понять что-то достаточно сложно, никто ничего не объясняет особо, просто показывают: вот смотрите, какие мы крутые. Этот сегмент Ютуба на Тайване очень слабо развит. Поэтому есть понимание теперь, почему здесь сложился вот такой традиционный способ строительства, и он никуда не двигается, потому что он как бы варится в закрытом информационном поле. Итак, смотрим видео, смотрим мои комментарии, я все попробую подробно рассказать. Итак, я нашел несколько видео, а вот одно из них, где человек собирает арматурный каркас. Но на заднем плане мы видим стандартный вариант опалубки для Тайваня. Я не знаю, может быть, это Китай, но на Тайване я вижу примерно то же самое. Наборка из досочек, и вот здесь можно видеть, какие большие зазоры между досками остаются и какой большой трудоемкий процесс требуется для создания формы. И это каждый раз происходит. Это каждый раз я вижу на любой стройке, проезжая по городу Тайчжону. Если такое предложить собрать кому-то в России, я думаю, откажутся большинство. Это кадры из России или Украины, не знаю. Но, на мой взгляд, каждый в этом регионе знает, что если собирать из досок, доски нужно брать большого формата, чтобы избежать больших трудозатрат. И самое главное, оборачивать это все в пленку. Во-первых, это спасает дерево от износа. Во-вторых, и это немаловажно, закрывает от утечек цементного молока из залитой формы.
Вот процесс заливки на Тайване. Я так понимаю, классика. Здесь вот упоминается, что жидкость бетона возрастает в 5 раз благодаря присадкам, и это не вода. Ну, я на самом деле сомневаюсь, что они не добавили воды. Такая жидкость бетона – это ненормально. Это никак не может привести к качественной заливке. Но они вынуждены это делать, потому что деревянная палубка, да еще и с такими щелями, она, ну, так скажем, высушивает и делает процесс заливки невозможным, если бетон густой и качественной, высокой марки. Здесь мы видим, что после заливки они не пытаются уплотнять бетон вибрированием, потому что это в принципе невозможно в таком варианте построения опалубки. Я не говорю про трудоемкость и неудобство работы с этим, это очевидно из этих кадров. Но качественной заливки так не получится. Бетон такого класса, ну, просто не может быть высокой марки, и он не может уплотнен быть. Соответственно, они вот здесь видно, что вынуждены ставить орошение водой, потому что дерево отбирает влагу из бетона и делает невозможным качество. Это кадры, опять-таки, из России или Украины, не знаю. Видно, что дерево завернуто в пленку и бетон более густой. Вот это, скорее всего, стандартная марка М200 для России. Но если применять М400, то процесс становится еще более трудоемким, но качество возрастает, точнее, как прочность полученного изделия возрастает в 2 раза. При этом можно наблюдать, что вот этот вариант строительства – это не профессионально, это не компания, это какие-то люди, которые сами решили себе построить дом. Возможно, у них даже нет строительного образования, но при этом даже для них очевидно, что опалубка должна быть, ну, так скажем, лучше. Нужно избежать некоторых вещей, ну и вот одно из них, самое важное, это защитить бетон от контакта с деревом, чтобы продлить срок службы и дерева, и улучшить качество бетона. Здесь видно процесс вибрирования, уплотнения, насколько много должно выходить воздуха из бетона, чтобы получилось качественно. При этом жидкость его не должна быть большой, потому что иначе это приводит к расслоению компонентов бетона. Здесь вот видно лужу с водой, вся вода должна выйти на поверхность. Ну, а это кадры уже профессиональной компании на Тайване. И мы можем наблюдать процесс сборки вот этой опалубки, насколько это трудоемко и насколько много создает мусора и хаоса на площадке. Применение вот таких вещей, как молоток, гвозди, для меня на самом деле очень удивительно. То есть я такого давным-давно не видел. Здесь я вижу, сколько людей задействовано, как много времени они тратят на совершенно элементарные вещи. Вот как вот здесь он собирает какую-то совершенно маленькую детальку. Сколько инструментов ему при этом нужно, как много времени он тратит на это все. Это ненормально, такого не должно быть, если кто-то хочет строить быстро. Здесь слева видно качество досок. При этом, если взять даже новую доску, а они здесь применяют пихту, называя ее китайской пихтой, на самом деле это пихта из России, такой материал в России очень редко применяется из-за его низкой плотности дерева, и он очень быстро гниет и приходит в негодность. Это таймлапс с какой-то тоже довольно крупной стройки. Можно тоже наблюдать скорость сборки по стандартной для Тайваня так называемой традиционной технологии сборки опалубки. 3 человека, движений совершают очень много. Я так понимаю, они бегают за каждым гвоздем, за каждой палочкой, потому что это все такой кастомайзинг, подбор каждый раз. Вся площадь занята, завалена материалами. Материалы все разноразмерные. И они вынуждены реально бегать и подбирать под вот каждую нужду какие-то мелочи, которые каждый раз нестандартные, тратят очень много на это времени. На мой взгляд, это для вот такого объема стройки просто недопустимо. Это может задерживать процесс строительства значительно, может быть, 4-5 раз. Именно вот конструирование опалубки
может быть в разы быстрее, значительно быстрее. Это не мои догадки, мы вот можем наблюдать. Вот стройка с применением опалубки из фанеры специальной. Соответственно, количество досок уменьшается. При таком же фактически конструкция такая же, которую вот они сейчас собирают, очень похожая. Объем примерно тот же, да, но мы видим, что никто по площадке не бегает, материалами площадка не завалена, есть вот приспособа для изготовления на месте. Это вот от обрезки слева видим мы, сколько обрезков и отходов получается в процессе. Доски применяются новые, и они не расходуются. Они потом будут использованы второй раз или в другом месте, может быть, или в таком же каком-то процессе. То же самое касается фанеры. Она, естественно, остается многоразовой. Это более высокий уровень. Это большая крупная компания. Они уже используют опалубку с обрешеткой металлом. Но характерный вот этот вид, когда на площадке полный порядок. Исходные материалы лежат отдельно. Сама площадь, где происходит монтаж, никогда не выглядит замусоренной и заваленной какими-то расходниками. Щиты собираются в большие куски, ставятся крупнотоннажной техникой. Ну, тут, естественно, потому что металлическая рама тяжелая. Но монтаж происходит быстро, и самое главное, что он при этом абсолютно ровный. Вот видно результат. Ну, это, конечно, не самый идеальный случай, но это такой стандартный, когда требования невысокие. То есть в среднем результат вот после отливки бетона с фанерой по немножко модифицированным технологиям, он всегда лучше. И это не просто внешний вид лучше, это внешний вид всегда показатель того, что там внутри. Бетон такого класса будет значительно прочнее, залить его значительно проще, цена будет ниже, и скорость монтажа, скорость возведения любого объекта возрастает. На поверхности не остается никаких бугров. На местах стыков после герметизации монтажной пеной остаются небольшие такие бугорки, которые очень быстро при финишной отделке очень быстро обрабатываются шлифовальной машиной. И вот такая стена фактически полностью готова для финишной облицовки. Это может быть даже покраска просто без какой-либо дальнейшей обработки, либо наклейка кафельной плитки или еще чего-то. Ну, то есть это помимо того, что оно качественно и надежно, оно еще позволяет очень быстро переходить к финишным стадиям отделки в любом строительстве. Вот видно внизу, вот здесь, монтажную пену. Она используется, ну, практически постоянно. Здесь, на Тайване, я ее никогда не наблюдал вот снизу. Если не применить герметизацию стыков, то в местах вот прилегания горизонтального бетона, да, и формообразующей опалубки всегда будут утечки цементного молока. Ну, то есть связующего компонента, клея, на котором бетон держится. И вместо стыка вот этих узлов, то есть стены и какое-то перекрытие, или это фундаментные какие-то блоки, всегда будет достаточно низкого качества. Либо приходится увеличивать размер, либо увеличивать количество арматуры, чтобы компенсировать вот этот недостаток качества отливки бетона. Ну, либо это приведет в конечном итоге к разрушению, к старению, быстрому старению здания, что, в общем, можно наблюдать довольно часто на Тайване, когда дом, которому 20-30 лет, его называют очень старым, и вот он уже весь такой потрепанный, и там какие-то куски вываливаются, ржавчина проступает через бетон. Всего это можно избежать, просто заменив технологию. На этом видео можно наблюдать процесс разборки традиционной опалубки. Здесь многие считают, что это нормально, но это ненормально. Здесь видно, как при разборке, как он тратит много времени, сколько мусора получается, как он приводит в негодность каждый раз те вот щиты. То есть компания потом, либо это арендная компания по аренде вот этой опалубки, либо сама строительная компания будет потом приводить это все в порядок. То есть еще отдельный человек будет сидеть и все это восстанавливать, перебирать.
Ну, либо следующая отливка будет еще хуже, чем то, что мы видим сейчас на экране. Видно, что в бетоне при таком демонтаже остаются куски дерева, то есть отделочник, который придет за отделочная компания будет работать следующей на этом объекте, она будет вынуждена тратить время на очистку поверхности от вот этих вкраплений. Ну, либо она сделает, не убирая их. Конечный потребитель этого сразу не заметит, но через 2-3 года это все будет отваливаться, трескаться, вываливаться штукатурка. Ну вот, собственно, результат такой работы. На этом видео, если я правильно понял, комментатор рассказывает, насколько плохо все сделано. Но я не очень понимаю, как можно при такой технологии создания опалубки получить лучший результат. Они пытаются покрывать доски какими-то составами, лаком, там еще чем-то, но это не дает никакого эффекта. По моему опыту я знаю, что это после 2 отливок все будет, ну, точно так же. Та же самая не гладкая поверхность, неточности отливки, но это как бы вроде как мелочи, но вкрапление в бетон посторонних как бы включений, типа дерева, там еще каких-то вещей, гвозди наверняка где-то остаются. Это все сильно затрудняет последующую отделку. Ну и помимо всего прочего, контакт с деревом, вот здесь хорошо видно, такой рельеф на поверхности бетона. Это означает, что на поверхности бетон получился низкой марки прочности, он будет рыхлый, потому что вода будет впитываться в дерево, и бетон при твердении будет испытывать недостаток в этой влаге. Соответственно, уплотнить его при расположении близко к дереву невозможно, он остается рыхлым. И это приводит к набиранию в процессе эксплуатации влаги в этот бетон. То есть та влажность и там сырость и плесень, которая вы видите здесь часто на поверхности, она связана именно тоже с этим. Это для сравнения такой же процесс разборки опалубки, но, если я правильно помню, это что-то типа Сочи. Ну, то есть тоже влажный регион, тоже субтропический климат. Но человек разбирает один, не прикладывая к этому усилий. Он тратит намного меньше времени. На площадке не возникает никакого большого объема мусора. Все происходит чисто, аккуратно и довольно-таки быстро. Но главный вопрос в этом во всем, что результат получается совершенно иной при довольно-таки схожих вводных, потому что этот регион тоже сейсмический, ну, то есть там бывают, да, землетрясения, это горная такая же местность, очень похожие условия с Тайванем. Вот видно поверхность. Современные технологии, и все становится совершенно иным. Да, здесь по-прежнему видны небольшие вкрапления воздуха, но этот воздух не в массе бетона, а с краю. Это при вибрировании пузырьки воздуха прилипают просто к поверхности гладкой фанеры. При этом фанера остается целой, чистой, она складывается в ровную стопку после разборки и может транспортироваться либо на следующий этаж, либо на другой объект и также применять. Здесь мы видим процесс разборки. Это нарушение всех правил техники безопасности, но он очень характерен и показателен для того, чтобы понять, насколько быстро можно разобрать опалубку перекрытия. Ну и процесс заливки – это видео с очень большого здания, что-то типа 20-30 этажа. Мы можем наблюдать жидкость бетона, которую используют при заливке даже в высотных зданиях. Можно наблюдать, что армирование этого здания, ну, очень существенное. То есть я такой армировки никогда, конечно, в России не наблюдал. Это значительно больше и серьезнее все сделано. Но бетон вот такой жидкости это ненормально. Это, если даже это добились не добавлением воды и снижением марки, то добавили очень много пластификаторов. Но пластификация тоже имеет свой предел. И если запластифицировать вот таким образом бетон, можно видеть, что сверху остается только цемент и песок, а камни просто опускаются, падают вниз и складываются там без связующего. То есть
Три составные компонента бетона разделяются на исходные компоненты, и внизу одни камни, сверху песок, цемент, и все это не работает. Вот для сравнения, как выглядит бетон. Это, судя по тому, что я вижу, наверное, М200. Ну, то есть стандартный бетон. Он не может растекаться самостоятельно. Нужно постоянно перетаскивать шланг бетононасоса. Здесь люди тоже делают непрофессионально, они не делают вибрирования. Может, это, конечно, не заложено проектом, и они сделали запас толщины, но видно, что делают два человека, и процесс этот выглядеть должен совершенно иначе. Итак, из представленных видео, я надеюсь, заметно, и это очевидно, разницу между теми картинками, которые я наблюдал, которые мне привычны были наблюдать в России, и теми картинками, которые я вижу здесь. Я постарался показать максимально подробно, в чем эта разница, да, и она не просто эстетическая, ну, типа там что-то валяется на стройплощадке, а постарался показать, как это влияет на готовый результат. И здесь, вот на нашем канале, мы будем продолжать рассказывать о тех трудностях, с которыми встречаются люди, которые живут здесь, но которые неочевидно связаны именно вот с этими картинками. Мы никого не старались унизить или заниматься нравоучениями в данном случае, но вы понимаете, да, если я знаю, что можно сделать какой-то процесс лучше, и вижу, что кто-то здесь не знает о существовании более простого и легкого способа, ну, как-то было бы неправильно не поделиться, не показать, что можно сделать по-другому. Мы это делаем с благими намерениями, и потому что мы теперь живем здесь, и нам хочется иметь самим более качественное жилье, и хотелось бы привнести что-то, что мы можем, да, вот помочь местным людям, строительным компаниям, не знаю, частным застройщикам понять, как сделать лучше для себя, для всех, для нас. Надеюсь, это видео было полезно для кого-то и интересно всем остальным. До новых встреч. Пока.